Не знаю как, но я умудрилась купить билеты в Японию с 2 пересадками. Не повторяйте моих ошибок. Я немного облегчила свой путь. В Гонконге провела время в бизнес-зале, где было довольно комфортно, но в любом случае 3 полета подряд физически это очень тяжело. Я на такое точно больше не пойду. А пойду я на паспортный контроль. Прилетаю в мой родной аэропорт Кансай. Вот так вот это все выглядит. Как видите, помимо иероглифов, английские буковки здесь тоже есть, так что кто первый раз, не пугайтесь, совсем разберетесь. Видите, там парень в голубой жилетке, это сотрудник. Они здесь вежливые и все вам подскажут, помогут. А я уже счастливая покупаю билет на проезд. В этот раз чисто ради интереса решила поехать на электричке. Но вообще всем советую садиться в автобус, который называется лимузин-бас. Билетик можно купить сразу на выходе из аэропорта. Он чуть дороже, чем электричка, но зато едет до Осаки без пересадок. На мой взгляд, это идеальный вариант для тех, кто с большими чемоданами, не знает японского и боится заблудиться. Тем временем я пересела на автобус дальнего следования, который везет меня на остров Шикоку. У меня ушло 35 часов, чтобы добраться из дома в Москве до отеля в городе Токусима. Это жесть, ребят, потому что завтра мне уже надо идти на работу. Вот такой номер мне тут уже доставили. Мой Pocket Wi-Fi. Короче, вот, сижу, разбираюсь с Wi-Fi. Я могла из дома не вести адаптер. Круто. Подключила. Надо будет, в общем-то, обратно все это в пакет, в конверт положить и сдать. Посмотрите, какие пальмы офигенские. И тут еще и радуга, прямо вообще кайфушечки. Я приехала в Японию на 1,5 месяца. И 2 недели проведу здесь, в городе Токусима, в префектуре Токусима. Среди русских туристов, мне кажется, это название вообще не на слуху, и я, наверное, тоже сюда бы никогда не поехала. Но так сложилось, что я приехала сюда работать. Поэтому на следующий день уже встала в 6 утра, чтобы до начала работы успеть сходить на море. Так, дубль 1500-100 миллионный. Поехали! В общем, что хочу сказать. Я на самом деле очень переживала, когда покупала все билеты, потому что они были с пересадками. Но до этого я уже летала с пересадками в Японию, это раза 4 через Финляндию, но за меня билеты покупал работодатель, поэтому я вообще не парилась по этому поводу. Я не знала, какие могут быть подвохи, подводные камни. И даже если бы что-то случилось при перелете, в любом случае, да, там мой начальник, он бы оплатил все билеты, и я бы вообще ничего не парилась. А тут получается, что я сама должна была выбрать нужные рейсы, все найти. Я в интернете начиталась просто такой дичи, что агрегаторы, если у них заказывать, то они отменяют бронирование, делают какие-то не те бронирования. Если рейс отменяют, то они потом ничего не возвращают. Они даже не выходят на связь. Там, знаете, в последний день перед поездкой, к примеру. И представляете, и я сижу и думаю, и как я при всем этом, при такой ситуации должна за 100 билеты сейчас еще покупать. То есть, ну как, вот ты купишь, а тебе просто за день до полета отменят билет, и что? Ну, для меня просто, ну, как бы, я не знаю. Это было настолько все ужасно, стрессово. Я даже думала: "Зачем я во всё это ввязалась? Я не хочу вот этого всего". Еще говорили о том, что рейсы, когда опаздывают, можно не успеть пересесть, поэтому пересадки должны быть, довольно-таки хорошие по времени. И я все так внимательно старалась выбирать, искать. Говорят, там терминалы огромные в Китае, там вообще можно заблудиться, еще там очереди, еще где-то что-то с бумажками там пропустят, не пропустят. То есть полный трэш. И представляете, я вот на таком стрессе. Все это я к чему говорю? Что, знаете, я готовилась к худшему. Ну, то есть я все планы в голове проигрывала, держала, что как оно может быть, но я просто молилась, лишь бы все было хорошо. И в итоге
Мой полет прошел прекрасно, все прошло просто идеально. Все рейсы были вовремя, служба поддержки в чате была на связи. Все пересадки я успела очень четко и хорошо, и главное, легко. В аэропортах, я не знаю, там я не блуждала, ничего, там довольно все просто и понятно. Мой багаж был зарегистрирован на весь период поездки, то есть я не парилась, его не нужно было заново там каждый раз получать, сдавать, как это бывает, если покупать через авиакомпанию отдельные билеты. Просто в терминалах было все настолько легко. Ты, грубо говоря, ты вышел из одной стойки регистрации на другую, там, на соседнюю, ну, прошел там чуть-чуть через аэропорт, и все. Поэтому все действительно, слава богу, что оно все так получилось, я наконец-то здесь. И что ж, я отправляюсь на пляж. А, Надо еще накраситься, вот, я думаю, крем мой уже высох. И я на завтрак купила вот такие суши. У меня, короче, супер идея. Я хочу поесть суши на пляже. Вот я не знаю, насколько это нормально, потому что до пляжа ехать час, и у меня такие сомнения, вот эти милые суши, они вообще доживут или нет. Но я хочу на пляже их поесть, я не хочу здесь в комнате сидеть. Вот, поэтому, ну, короче, беру их с собой. Вот. Будет у меня такой бенто, а еще вот такая картошечка. Погнали! Едем на пляж. Я типа немножко опоздала на автобус. Да. Поэтому время пребывания на пляже сократится на полчаса. Блин. Вообще. Я плохо посмотрела карты, как ехать. И я думала, что нужно на электричке ехать. И я, еще стояла, тупила там, смотрела, как мне купить билет на нужную станцию. Я искала эту станцию, просто не было. Вот, даже не от кого было спросить, там ждала людей, у кого спросить. В итоге дождалась, мне такие, слушайте, а мы сами не знаем, где это, что это. Потом в итоге подсказали, что это все-таки автобус, оказывается. Пошла, короче, на автобусную остановку и вот, пропустила в итоге басик. Я чувствую, мои суши совсем сейчас затухнут уже. Они должны были тухнуть час, но плюс полчаса, блин, я надеюсь, они выживут. Друзья, обязательно посмотрите мой шортс про японские автобусы. Там очень интересная система оплаты, про которую лучше знать заранее. Ссылку оставляю в описании, не забудьте посмотреть и поставить лайк. А мой путь до пляжа лежит через гору, и здесь нереально орут цикады и еще какие-то японские чудовища. Это трындец, как они орут. По дороге я нашла вот такую красоту и, наконец, добралась до пляжа. Это пляж Омико, который я просто нашла в Google картах. И это оказался дикий пляж, то есть здесь нет всяких кафе, территория не оборудована. Ну, то есть такой, знаете, пляжик для своих. И тут я такая. Представьте, что у нас в какую-нибудь деревню Пупкино приехал негр поплавать в речке. Вот мне кажется, я примерно так же выгляжу для японцев. Очень хочу сесть вот на те камни, там покушать, но там сидит какой-то орел просто. Наверное, это опасноватенько. Суши из комбини оказались просто отвратные. Хотя, если вы едите дошики, то вам вообще будет норм. Но я просто не могу есть такую синтетику, поэтому кое-как съела половину и остальное просто выкинула. Будний день, 9 утра, и я здесь абсолютно одна. Сейчас вы видите счастливую меня, которая уже завтра будет пахать как не в себя. 2 недели я буду работать в волонтерской организации, а потом целый месяц путешествовать по всей Японии и рассказывать вам о своих приключениях, обо всех прелестях и всех ужасах, которые мне пришлось здесь пережить. Так что не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Увидимся в следующем видео.